Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Сегодня я расскажу ситуацию, которая начинается с обычной боли в суставах и приводит к открытию растения, растущего под ногами. Его считают сорняком, но при артрите, подагре и остеоартрите он способен изменить сам подход к боли. И в этом видео вы поймете почему. Я видел десятки людей, которые годами ищут облегчения. Таблетки, уколы, мази. Но боль возвращается. Суставы ноют по ночам, пальцы теряют подвижность, колени скрипят при каждом шаге. И почти никто не смотрит в сторону простых решений, о которых знали еще наши деды. Именно там скрывается ключ. Речь пойдет о лопухе, растении, которое безжалостно вырывают с огородов. Между тем, в народной медицине его листья и корень применяли при воспалении суставов, отложении солей и нарушении обмена веществ. Не как чудо, а как инструмент, который нужно использовать правильно и регулярно. Важно понять, лопух не лечит за ночь. Его сила в постепенном снижении воспаления и улучшении подвижности. Использовать нужно свежие листья, собранные вдали от дорог. Их промывают, слегка разминают до появления сока и прикладывают к больному суставу внутренней стороной. Компресс фиксирует хлопчатобумажной тканью, но без тугого бинтования. Делать это следует вечером, оставляя на 2-3 часа. Именно в это время усиливается кровоток, и активные вещества растения проникают глубже. Это правило часто игнорируют и теряют половину эффекта. Для подагры особенно ценен корень лопуха. Его сушат, измельчают и готовят отвар. 1 столовая ложка на стакан воды. Кипятить 10 минут. Пьют по столовой ложке 2 раза в день, курсами. Такой подход помогает мягко влиять на обмен мочевой кислоты. Я всегда подчеркиваю, народное средство – это система, а не разовый ритуал. Лопух работает лучше, если параллельно уменьшить соль, копчености и избыток мяса. Тогда организм перестает захлебываться воспалением, а суставы получают шанс на восстановление. Остеоартрит – болезнь износа. Но и здесь лопух не бесполезен. Его противовоспалительные свойства помогают снизить отек и утреннюю скованность. Люди отмечают, что движение становится мягче, а боль тише. И это не магия, а биохимия растения. Однако есть деталь, о которой почти не говорят. Максимальный эффект появляется только на 7-10 день применения. Многие бросают раньше, решив, что не работает. Именно терпение отличает тех, кто получает результат, от тех, кто разочаровывается. Дальше я расскажу, как усилить действие лопуха с помощью простого кухонного ингредиента, почему нельзя использовать старые листья и кому это средство категорически не подходит. Этот момент часто упускают, и именно он решает все. Чтобы усилить действие лопуха, в народе применяют обычный мед. Тонкий слой наносят на внутреннюю сторону листа перед компрессом. Мед улучшает проникновение активных веществ и смягчает кожу. Но важно использовать только натуральный продукт. Подделка не даст нужного эффекта. Есть правило, о котором редко предупреждают. Листья нельзя хранить в холодильнике больше суток. Они теряют силу. Лучше собирать ровно столько, сколько нужно на 1-2 дня. Это кажется мелочью, но именно такие детали определяют, будет ли результат, или все сведется к нулю. При артрите кистей применяют и другой подход. Лист лопуха измельчают в кашицу, слегка подогревают на водяной бане и накладывают под марлю. Такой метод подходит тем, у кого боль мелкая, ползущая, особенно в холодную погоду и по утрам. Народная медицина всегда смотрит шире, поэтому параллельно рекомендуют теплые ванночки с отваром корня лопуха. Они расслабляют суставы, снимают спазм и подготавливают ткани к компрессам. Делать их лучше через день, не превышая 15 минут. Но есть и ограничения. Лопух нельзя применять при открытых ранах, кожных воспалениях и индивидуальной непереносимости. Именно поэтому разумный подход всегда важнее слепой веры.
Даже природное средство требует внимания и уважения к собственному телу. Я часто слышу вопрос, а когда станет легче? Обычно первые изменения замечают на 4-5 день. Уменьшается отек, боль перестает быть резкой. Это сигнал, что процесс запущен. Но прекращать нельзя. Минимальный курс — 14 дней, иначе эффект будет временным. Самое интересное, что лопух работает не только с симптомами. Он влияет на лимфоток и микроциркуляцию. Именно застой часто усиливает боль в суставах. Убирая его, организм сам снижает воспаление, без агрессивного вмешательства. Многие удивляются, что такое простое растение игнорируют. Ответ прост. Оно не продается в аптеках в красивых упаковках. Но знания о нем передавались из поколения в поколение не просто так, и сегодня они снова становятся актуальными. Если вы досмотрели до этого момента, значит тема действительно важна. В следующих видео я подробно разберу другие растения, которые незаслуженно называют сорняками, но которые способны поддержать суставы, сосуды и обмен веществ. Благодарю вас за внимание и доверие. Если информация оказалась полезной, поддержите видео лайком, напишите в комментариях, сталкивались ли вы с болью в суставах, и подпишитесь на канал Доктор Здоровья. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может помочь. Иногда это меняет больше, чем кажется.